Привет, армии! Не каждый важный момент сопровождается официальными объявлениями или грандиозными выступлениями под ослепительными огнями. Иногда самые значимые истории скрыты в таких мелких деталях, что их могут ощутить только те, кто действительно внимателен. Короткий взгляд, задержавшийся на секунду дольше обычного, едва заметные изменения расстояния или безобидная шутка, произнесенная с привычной теплотой, могут сказать больше, чем любое заранее подготовленное заявление. В последней трансляции BTS именно эти тонкие детали вызвали бурные дискуссии среди фанатов по всему миру. На первый взгляд, прямая трансляция казалась обычной. Не было драматических тизеров, неожиданных выступлений и важных объявлений, требующих немедленных заголовков. Но по мере развития разговора что-то изменилось. Атмосфера была наполнена тихой напряженностью, как будто под поверхностью медленно раскрывалась другая история. То, что началось как обсуждение их предстоящего альбома, вскоре превратилось в нечто гораздо более интригующее. Изменение настолько естественное и нефильтрованное, что его стало невозможно игнорировать. Во время трансляции Тэхён с энтузиазмом говорил о новом альбоме BTS «Эрин», релиз которого запланирован на 20 марта 2026 года. Его тон был спокойным, но все же наполненным несомненным волнением того, которое возникает, когда артист глубоко связан со своим творчеством. Он описал альбом как нечто очень личное, проект, в котором передаются эмоции, накопленные за годы роста, размышлений и совместного опыта. По словам Тэхёна, «Эрин» не предназначен для того, чтобы его поняли сразу. Вместо этого он будет постепенно раскрываться, раскрывая свой смысл по частям. Что действительно привлекло всеобщее внимание, так это упоминание Тэхёном секрета, который не будет раскрыт сразу. Он объяснил, что слушатели начнут понимать его только после того, как проведут время с музыкой, позволив каждой песне укорениться и найти отклик. Естественно, любопытство быстро распространилось. Шуга, явно заинтригованный, спросил, как именно этот секрет раскроется. Тэхён ответил с мягкой улыбкой, просто сказав, что все ответы откроются после выхода альбома. Разговор был спокойным, но последовавший момент изменил всю атмосферу. Чонгук, который сидел очень близко к Тэхёну на протяжении всей трансляции, слегка наклонился и небрежно прервал его. Мягким, игривым тоном он заметил, что Тэхён слишком много объясняет. Комментарий был кратким и беззаботным, но в нем чувствовалась та непринужденность, которая существует только между людьми, глубоко понимающими друг друга. В его голосе не было критики, только теплота, беспокойство и едва уловимый оттенок заботы. Фанаты сразу заметили, как близко они сидели. Расстояние между ними было практически нулевым, их плечи почти соприкасались. Их язык тела казался непринужденным и естественным, как будто эта близость была для них совершенно естественной. Когда их взгляды встретились, это не выглядело как игра на камеру. Вместо этого казалось, что настоящий разговор происходит молча, выраженный в общих взглядах, а не в словах. Тэхён ответил на комментарий Чонгука своей фирменной озорной улыбкой, той самой, которую фанаты привыкли распознавать как признак того, что он что-то скрывает. Чонгук ответил на взгляд смесью веселья и тихой обеспокоенности, как будто точно знал, о чем думает Тэхён. Когда Чонгук мягко намекнул, что Тэхён, возможно, зашел слишком далеко, в его словах все еще не было и следа раздражения. Напротив, их разговор больше напоминал личную шутку, предназначенную для того, чтобы ее не поняли другие. Продолжая обсуждать «Эрин», участники группы подчеркнули, насколько личным был этот альбом. Каждая песня, объяснили они, отражала фрагмент их пути, моменты сомнений, роста, усталости, надежды и непоколебимой веры друг в друга. Каждая мелодия была наполнена эмоциями, каждая строчка отражала главу их жизни. Поэтому, когда Тэхён упомянул секрет, скрытый в альбоме, многие фанаты сразу же связали это с возможностью сотрудничества между ним и Чонгуком.
Это предположение возникло не случайно. В прошлом, когда Тэхён и Чонгук работали вместе, результаты были незабываемыми. Их голоса дополняли друг друга так, что это звучало непринужденно, но при этом глубоко эмоционально. Дело было не только в технике или гармонии, дело было в чувствах. Их общая история, казалось, пронизывала каждую ноту, создавая музыку, которая резонировала на более глубоком уровне. Их взаимодействие во время прямой трансляции только укрепило это убеждение. Длительный зрительный контакт, тщательный подбор слов и то, как они тонко избегали слишком многого, все это казалось кусочками пазла, медленно встающими на свои места. Для давних поклонников эти моменты не были случайностями, это были фрагменты гораздо большей истории, которая тихо развивалась на протяжении многих лет. Эта связь не в том, чтобы воображать то, чего не существует, она в том, чтобы распознать нечто реальное. Связь, сформировавшаяся за годы тренировок, общих трудностей и совместного взросления под пристальным вниманием публики. То, что начиналось как простая дружба между двумя самыми молодыми участниками BTS, переросло в нечто более глубокое и сложное – связь, определяемую доверием, пониманием и эмоциональной синхронностью. По мере приближения даты выхода Эрин, ожидание продолжает расти, особенно среди поклонников, которые давно следят за взаимодействием Тэхёна и Чонгука. Возможность услышать их совместную работу снова воспринимается не как предположение, а скорее как невысказанное обещание. Если это произойдет, это будет не просто очередной трек, это будет подтверждением того, на что они тихо намекали все это время. В другой момент, во время трансляции, Чонгук упомянул, что у него нет одной любимой песни, объяснив, что его предпочтения постоянно меняются. В этот момент Тэхён взглянул на него с едва заметной улыбкой, как будто знал что-то, чего не знали другие. Чонгук заметил этот взгляд и ответил мягким, теплым выражением. В очередной раз возникло ощущение, будто они делятся секретом, понятным только им двоим. Этот момент запомнился не столько словами, сколько чувствами. Атмосфера изменилась, став более интимной и тихой, но эмоциональной. Тэхён медленно кивнул, когда Чонгук заговорил, безмолвный знак согласия, не требующий объяснений. Чонгук продолжал ободряюще смотреть на Тэхёна, словно напоминая ему, что все под контролем. Для тех, кто понимает язык тела, эти жесты говорят о многом. Они указывают на то, что два артиста готовят что-то значимое вместе, что-то еще не готовое к раскрытию, но уже глубоко присутствующее. Когда Тэхён снова затронул тему секрета альбома, Чонгук быстро перебил его, сказав, что обсуждать это уже поздно. Время казалось выбранным намеренно, словно он специально оберегал что-то ценное от преждевременного разоблачения. Несмотря на это, Тэхён оставался спокойным. Он продолжил объяснять, что каждая песня на альбоме Ирирен рассказывает свою собственную историю. Затем Чонгук поблагодарил поклонников за их постоянную поддержку и вдохновение. Их слова текли плавно, словно они передавали одно и то же сообщение с разных точек зрения. Тэхён сосредоточился на концепции и художественном оформлении, Чонгук — на эмоциях и связи. Хотя официального объявления о сотрудничестве не было, намеки казались слишком сильными, чтобы их игнорировать. То, как они дополняли друг друга, как они избегали спойлеров и как общались без слов, указывало на нечто важное. Подтвердятся ли эти подозрения или нет, одна истина остается неоспоримой. Связь между ними настоящая. Это отношения, построенные на взаимном уважении, заботе и понимании. Их язык тела говорит громче слов, мимолетные взгляды, спонтанные улыбки и инстинктивные реакции, которые невозможно запрограммировать. Именно эта подлинность делает каждый момент, который они разделяют, искренним. Даже под давлением, даже в центре внимания, их связь остается нерушимой. И, возможно, в этом и заключается истинная красота всего этого.
не в подтверждении или драматических объявлениях, а в связи, которая продолжает тихо расти, укрепляясь со временем. То, что произошло во время той трансляции, было больше, чем просто разговор об альбоме. Это был взгляд на зрелые, глубоко укоренившиеся отношения, основанные на доверии, творчестве и невысказанном понимании. И Ирин уже кажется особенным не только из-за обещаемой музыки, но и из-за истории и связей, которые могут быть в нем скрыты. Что бы ни случилось, ясно одно — связь между Тэхёном и Чонгуком подлинная, сильная и незабываемая. Если вы тоже заметили эти мелкие детали, если вы почувствовали, что происходит что-то значимое, не держите это в себе. Поделитесь своими мыслями в комментариях. Каждая точка зрения добавляет еще один слой к истории. И если вы не хотите пропустить более глубокие обсуждения BTS, Тэхёна, Чонгука и любых сюрпризов, которые они могут приготовить, обязательно подпишитесь, включите уведомления и следите за обновлениями.